Раннее утро. Солнце только взошло. Африканские степи тянулись в бесконечность своим характерным золотым цветом. Два рейнджера, мужчина и женщина, начинают день с длительного патруля в глубине заповедника. Их силуэты на фоне низкого солнца казались почти нереальными. Воздух еще держал прохладу ночи, но первые лучи уже окрашивали траву в сверкающий металлик, подчеркивая каждую колоссовую спираль. Они проверяли снаряжение и обменивались последними словами плана на день, понимая, что впереди могут быть как обычные наблюдения, так и экстренные вмешательства, и к тому, и к другому нужно быть готовыми. Их поездка длилась многие дни, и с каждым шагом дальше от поста рейнджеров становилось все труднее. На их плечах лежала ответственность за защиту природы, заботу и спасение обитателей этой беспредельной дикой территории. Каждый новый километр означал отдаление от связи, снабжения и помощи, поэтому они тщательно планировали запасы воды, еды и медикаментов. По пути приходилось преодолевать не только физические преграды, пересохшие русла, затянувшиеся грязевые участки, но и моральную усталость от постоянной угрозы для диких животных, браконьеров, болезней или природных катаклизмов. В таких условиях решительность и взаимная поддержка друг друга становились не просто преимуществом, а необходимостью для выживания и успешной работы. Мужчина-рейнджер нес с собой ножовку по дереву, аварийный медицинский набор и анестезирующее ружье на всякий случай. Женщина-рейнджер подготовила антисептик, ваты и блокнот, чтобы фиксировать каждое спасение. Они оба знали, что в их сумках не просто инструменты, а целая система жизни и доказательств, записи о вмешательствах, назначения лекарств и данные для анализа, которые помогут в дальнейшем при лечении и учете популяций. Ножовка и ружье лежали под рукой, но они также имели с собой маленькие, но важные вещи – нитки, иглы, жаропрочные повязки, шприцы и дополнительный кислородный баллон на случай, если операция потребует больше усилий, чем казалось сначала. Раннее утро на лугу было спокойно, но оба знали, что в мире покоя всегда таится непредвиденная опасность. Щебет птиц разносился в легком бризе, перемешиваясь со скрипом колес по пыльной красной грунтовой дороге. Они обсуждали сегодняшний маршрут, предполагая, что могут встретить какие-то стада животных, перемещающиеся в поисках пропитания. Эти разговоры были не просто пустым планированием. Они обменивались наблюдениями. Где видели следы утонувших следов, где жара могла привести к пересыханию водоемов, а где новые тропы могли означать миграцию. Каждое такое обсуждение помогало им предвидеть потенциальные проблемы и заранее подготовиться к неожиданностям. Несмотря на усталость после многих дней в пути, их глаза по-прежнему сияли верой и чувством ответственности перед дикой природой. Усталость оставляла следы в их походке и на лице, но не могла погасить внутреннего огня, который толкал их на новые подвиги ради спасения животных и сохранения экосистемы. Они говорили мало, но их взгляды часто пересекались. Таш, в них читалась общая решимость и понимание, что они действуют не просто как сотрудники, а как хранители этой земли. В такие моменты опыт и интуиция сливаются, помогая принимать решения быстрее и увереннее. Когда они углублялись в степь, вдруг обнаружили странную картину возле небольшого дерева. Взрослый самец льва стоял неподвижно рядом с стволом, казалось, не смущаясь приближением людей. Оба немедленно остановили машину, присмотрелись внимательнее и заметили, что вокруг нет следов других львов. Сцена выглядела неправдоподобно. Мощный хищник, обычно гордый и внимательный к любому движению, казался покорным и застывшим, как скульптура, потерянная в пространстве. Их сердца сжались при мысли о том, что могло случиться, ведь в дикой природе неподвижность часто означает серьезную проблему – травму, болезнь или ловушку.
И каждая из этих причин могла обернуться гибелью животного. Женщина-рейнджер нахмурилась. Неподвижность этого хищника была совершенно ненормальной и сигнализировала об опасности. Они медленно подошли, сердца стучали учащенно, думая, им было непонятно, что происходит с животным. Приблизившись, они с ужасом увидели, что шея льва застряла в ответвлении дерева, выглядывавшем как зажим. Вид этой ветки, словно клюв или щипцы, пронзал их сознание. Мускулы шеи натянуты, кожа тянется, а вокруг зияла рана. Такое зрелище вызывало одновременно жалость и тревогу. Животное, привыкшее к свободе и звериной грации, оказалось пленником собственного окружения, и только быстрые действия могли спасти его. Его тело было истощено, глаза закрыты, дыхание слабое, как будто он был без сознания уже много часов. Поднялся зловонный запах, смешанный с густой желтоватой жидкостью, вытекавшей из шеи и лица. Ощущение времени и запустения усиливало трагичность. Шрамы на теле указывали на борьбу и длительное страдание, а каждая капля жидкости была признаком инфекции и гниения тканей. Запах был настолько резким, что казалось, он может прожечь ноздри. Признак развивающейся некротической инфекции, требующей немедленного врачебного вмешательства, но расстояние до помощи делало задачу почти невыполнимой. Мужчина-рейнджер тихо воскликнул, догадываясь, что лев застрял здесь как минимум 3 дня подряд. Возможно, его прайд давно ушел, оставив его без помощи, и он беспомощно боролся, испытывая отчаянную боль. Они посмотрели друг на друга. В их глазах отразилось напряжение. Они понимали, что это ситуация жизни и смерти, требующая быстрой реакции. Воспоминания о подобных случаях и рассказы коллег приходили в голову. Иногда животные оставались одинокими из-за ран или старости, но редко. Настолько тяжело ранеными и в таком запущенном состоянии. Это усиливало тяжесть их решения. Действовать немедленно или уйти, оставив его на произвол судьбы, что было неприемлемо для людей их профессии. Не имея возможности колебаться, они тут же составили план спасения на месте, чтобы воспользоваться единственным тонким шансом на выживание. Женщина-рейнджер подошла, провела предварительный осмотр и легкой рукой коснулась шеи льва. Она слегка покачала головой. Рана от ветки была опухшей, из нее непрерывно текла кровь и жидкость. Мужчина-рейнджер, наблюдавший за сценой, подтвердил, что она зафиксировалась там, когда он пытался потереть тело о ствол дерева. Их обсуждение было коротким, но точным. Сколько времени потребуется на освобождение, какие инструменты нужны, как обезопасить себя и животное, и какой объем медицинской помощи потребуется сразу после освобождения. Все эти вопросы требовали ответов здесь и сейчас. В отчаянии животное яростно извивалось, что привело к разрыву раны. Затем силы постепенно покинули его, и он рухнул. Такая борьба объясняла истощение. Каждая попытка выбраться усиливала повреждения, и кровь уже не могла обеспечить нормальное питание тканей. Они оба понимали, что дальнейшее промедление приведет к необратимым последствиям. Тканям не хватит кислорода, инфекция распространится, и смерть станет неизбежной. Сочувствие и профессиональная ответственность слились в одно. Надо действовать немедленно и максимально аккуратно. Оба глубоко вздохнули, понимая, что если не оказать помощь немедленно, оно умрет от некроза и обезвоживания. Но самое трудное было то, что до поста рейнджеров было 2 дня пути. Без радиосвязи они не могли вызвать помощь. Оставалось полагаться только на себя. Это осознание придавало решимости. Они не могли ждать подкрепления, каждая минута была на счету, и все их навыки должны были сработать идеально. План должен был учитывать все, от транспорта и временных рамок до способа транспортировки животного без дополнительного вреда. Женщина-рейнджер крепко сжала аптечку.
зная, что все ее медицинские знания решат эту судьбу. Мужчина-рейнджер взглядом вернулся к ножовке, которую он держал при себе, тайно чувствуя, что это его единственный шанс освободить животное. Они кивнули друг другу, согласившись вступить в миссию «Жизнь или смерть», где каждое решение имело значение. Их серые будни иногда сводились к таким моментам, когда профессионализм и интуиция определяли, кто выживет, а кто нет. И они приняли эту ответственность без колебаний, понимая, что от их рук и разума зависит чужая судьба. Прежде всего им нужно было обеспечить безопасность себе и льву во время спасения. Женщина подготовила транквилизатор, прицелилась аккуратно и выстрелила дозой, достаточной, чтобы усыпить животное. Лев слегка вздрогнул, затем тело стало вялым, голова опустилась, и он задышал прерывисто, находясь в бессознательном состоянии. Они знали, что правильная дозировка ключ к успеху. Слишком слабая не даст эффекта и представит угрозу, слишком сильная может привести к осложнениям. Тишина, которую принес усыпляющий препарат, казалась почти священной. Это был момент, когда время работало в их пользу. Мужчина-рейнджер быстро достал ножовку и начал пилить ветку, зажимающую шею животного. Звуки пилы отдавались в тихом пространстве. Пот градом стекал по его лбу. Женщина-рейнджер внимательно наблюдала, готовая подстраховать в случае непредвиденного происшествия при распиловке ветви. Каждый взмах ножовки сопровождался напряжением, а нужно было аккуратно вести пилу, чтобы не повредить шею, не вызвать дополнительные разрывы и не спровоцировать кровотечение. Они работали в идеальном тандеме. Один пилит, второй контролирует состояние и готов вмешаться мгновенно. Наконец ветка треснула и сломалась, освобождая шею, зажатую уже много дней. Льва аккуратно уложили на землю. Его тело оставалось вялым и пропитано запахом смерти. Женщина немедленно обработала рану антисептиком. Ее руки действовали быстро, но полны напряжения. Они знали, что первая обработка – шанс снизить риск инфекции до минимума. Удалить грязь, промыть рану, остановить кровотечение, нанести антисептик и наложить первичную повязку. Все это требовало скорости и хладнокровия одновременно. Рана была действительно ужасающей, мышцы и кожа шеи были глубоко разорваны. Вся сдавленная область была покрыта желтой жидкостью и гноем. Она аккуратно наложила повязку, чтобы предотвратить дальнейшее заражение, затем сделала ему экстренный укол антибиотика. Антисептик и антибиотик были первыми линиями защиты от сепсиса, и их своевременное введение могло переломить ход событий. Женщина понимала, что нужно также следить за признаками шока и по возможности давать внутривенные растворы, чтобы восстановить объем крови и улучшить доставку кислорода к тканям. Они быстро уложили льва на носилки и поместили в заднюю часть специального автомобиля. С помощью веревок надежно закрепили его тело, чтобы оно не соскользнуло во время тряской дороги. Перед отъездом они положили в клетку немного вяленого мяса, надеясь, что при пробуждении животное получит силы. Каждое действие было продуманным. Положение тела на носилках, дополнительные фиксаторы, мягкий материал, чтобы уменьшить натирание старой раны – все это могло сыграть роль в его дальнейшей реабилитации. Они знали, что дорога будет долгой и тяжелой, поэтому сделали все, чтобы минимизировать стресс для животного. Когда все было готово, оба рейнджера сели в автомобиль и начали тяжелый двухдневный путь, чтобы доставить животное обратно на пост. Машина медленно тронулась, оставляя позади ярко-желтую траву и маленькое дерево, возле которого оно было зажато. Лев в клетке оставался без сознания, время от времени слегка подергиваясь от боли, продолжавшейся днями. Дорога была полной испытаний. Глубокие колеи, камни и резкие подъемы требовали предельного внимания от водителя. Ведь сильные толчки могли ухудшить состояние животного или привести к повреждению повязки. Женщина постоянно проверяла его состояние, капая по несколько капель воды на сухие губы, чтобы поддержать его.
Мужчина-рейнджер сосредоточенно вел машину по красной грунтовой дороге, преодолевая каждую опасную кочку и выбоину. Они поочередно менялись за рулем и у клетки, чтобы один всегда был рядом, следил за дыханием, цветом десен и реакциями на прикосновение. Иногда они останавливали машину, чтобы проверить крепление и не дать внутренним швам разойтись. Все это занимало время, но спасало жизнь. В течение 2 долгих дней они по очереди дежурили, тревожно прислушиваясь к каждому слабому вдоху зверя. Ночевали в палатках у дороги, ставили клетки рядом для удобного ухода и наблюдения. В мерцающем свете костра оба молчали, их мысли были полны надежды успеть спасти его вовремя. Ночи были холоднее, чем дневной зной, и они укрывались от ветра, стараясь спать короткими циклами, чтобы быть готовыми к любому ухудшению. Их связь с животным стала почти личной. Каждая его реакция волновала их и порождала чувство ответственности, которое переходит границы простой работы. На следующее утро лев на мгновение пришел в себя, выпил немного воды и пожевал небольшие кусочки мяса. Это был редкий знак восстановления, что вселило в рейнджеров облегчение и обновило решимость. Каждый такой маленький шаг, даже приглушенный рык или моргание, давал надежду и уверенность, что они поступили правильно. Эти моменты становились искрами, поддерживающими их выносливость и веру в успех операции, несмотря на усталость и сомнения. Наконец они увидели знакомую крышу поста рейнджеров, где начиналось настоящее лечение. На станции ветеринары были готовы принять этот особый случай спасения. Льва немедленно отвезли в полевую операционную и подвели под глубокий наркоз перед лечением тяжелых ран. Здесь сработала слаженная система: вызов специалистов, подготовка операционного стола, стерилизация инструментов и подготовка необходимых лекарств. Все было готово к немедленному вмешательству. Ветеринары понимали, что каждая минута ранее недостающей помощи увеличила риск, но профессионализм и опыт могли многое исправить. Врач осторожно удалил некротические ткани, очистил желтую жидкость и остановил кровотечение в поврежденной области. Швы аккуратно и прочно зашивали кусочек за кусочком, закрывая широкую рану на шее и лице льва. Операция требовала терпения и мастерства. Работа проходила послойно, чтобы восстановить целостность тканей и минимизировать шанс рецидива инфекции. Врач контролировал уровень анестезии, следил за давлением и дыханием, а ассистенты передавали инструменты и материалы в согласованном ритме. Ему вводили инфузионные растворы, большие дозы антибиотиков, после чего перевели в реанимацию для восстановления. На следующий день лев открыл глаза, облизал сухие губы и получил первый кусочек мяса. После многих дней изнеможения 2 рейнджеров стояли у клетки. Их глаза засияли от радости. Они ощущали плоды своих усилий. Этот момент был наполнен эмоциями: облегчение, усталость и тихая гордость за то, что совместные усилия и профессионализм принесли результат. Он ел медленно, но в его глазах снова зажглась надежда на выживание. Через 2 дня он смог встать и медленно сделать несколько шагов в ограниченном пространстве. Врачи были довольны, подтверждая, что процесс восстановления идет лучше, чем ожидалось изначально. Восстановление включало не только заживление ран, но и постепенную реабилитацию мышц, восстановление аппетита и нормализацию поведения. Все эти факторы были важны, чтобы вернуть животное к полноценной жизни в природе. 2 рейнджера навещали его ежедневно, часами наблюдая за возвращением к жизни. Весь пост радовался, считая это запоминающимся подвигом спасения. Спустя неделю льва перевели в полудикий вольер для дальнейшей реабилитации. Здесь он стал больше двигаться, мышцы постепенно возвращали гибкость после многих дней боли. Медленно, но верно он начал тренировать дыхание и походку, а ветеринары разрабатывали план постепенной социальной реинтеграции, чтобы вольер не стал для него заменой дикой природы,
а только этапом на пути к ней. Рана на шее зажила, и начала отрастать золотистая шерсть, скрывая ужасные следы. Каждое появление новой шерстинки было маленькой победой, признаком того, что внутренние процессы восстановления идут успешно. После длительных процедур и ухода ткань начала нормализоваться, а шрам стал меньше заметен, постепенно превращаясь в часть истории, которую животное сможет пережить. Каждый раз, когда он видел двух рейнджеров, приходящих его навестить, он подходил, мягко рыкал в знак дружеского приветствия. На 10-й день они решили вернуть его в степь, где он был пойман. Машина тронулась с волнением. Лев в клетке выглядел бодрее, глаза светились яснее, чем когда-либо. Решение о возвращении не принималось спонтанно, врачи оценили поведение, физическое состояние и экологические факторы, чтобы убедиться, что он сможет выжить и не принесет угрозы ни себе, ни чужим прайдам. Когда дверца открылась, он медленно вышел, ступая уверенно по желтой траве. Он глубоко вдохнул, поднял голову и посмотрел в огромное небо, словно возводя к нему благодарственный чекан своего возвращения. Его движения были плавны, а осанка вновь обрела прежнюю уверенность. Знак того, что животное готово к свободе. Каждый шаг был как ритуал возвращения в среду, где он принадлежал и где будет бороться за свое место под солнцем. Он повернул голову, его взгляд остановился на двух рейнджерах, стоявших и улыбающихся вдали. Этот взгляд, казалось, нес в себе глубокую благодарность, которую не нужно было выражать словами. Оба рейнджера молчали. Этот священный момент глубоко отпечатался в их сердцах как доказательство их решимости. Они знали, что сделали то, что от них требовали совесть и долг, и теперь могли наблюдать за результатом, который дарит смысл их труду. Лев ушел прочь, сливаясь с бескрайней степью, его величественная фигура исчезла на горизонте. Они знали, что теперь он продолжит свою дикую жизнь, сильный, свободный, без оков боли. По дороге обратно на пост они все время вспоминали это трудное и трогательное путешествие. Эти воспоминания будут жить с ними долгие годы, не только как рассказ о спасении, но и как напоминание о том, зачем они выбрали эту профессию. Ради возможности дать шанс на жизнь тем, кто не может просить о нем. Они понимали, что миссия рейнджера не только защищать природу, но и давать жизни шанс. Это был день, который никто из них никогда не забудет. День, когда они спасли жизнь королю прерий. Этот случай стал для них не только профессиональным успехом, но и личной победой духа, подтверждением того, что внимание, смелость и сострадание способны изменить чью-то судьбу и вернуть в мир еще один голос природы.